Всем привет, мои дорогие друзья! Я искренне рада вас приветствовать у себя на канале, где я с особым энтузиазмом публикую для вас все самые интересные, на мой взгляд, блокчейн-проекты. И в сегодняшнем видеоролике я познакомлю вас с очередным рабочим инструментом, который, как я думаю, для многих из вас будет очень полезен, и называется он Incho. Но прежде чем я начну свой обзор, давайте в двух словах поговорим о проблемах, какие существуют в мире, которые, собственно говоря, и намерен решить наш сегодняшний проект. И начну я с безопасности наших криптоактивов. Уверена, каждый из вас хоть раз сталкивался с кражей своих криптоактивов, произошедшей по той или иной причине. У кого-то это было по собственной вине и неосторожности, а у кого-то и вовсе произошла кража активов из-за перехода по фишинговым ссылкам, как это когда-то было у меня. Тем не менее, независимо от причины воздействия на нас, последствия потери очень сильно негативно отражаются как на самом человеке, так и на всеобщем развитии всего криптографического направления, о чем, собственно, говорят и символизируют проблемы 2017 и 2018 года. Однако тема кражи далеко не последняя проблема, связанная с утратой своих цифровых активов, так как происходить это может и из-за резких просадок курса самих монет, вследствие чего человек также теряет просто колоссальные суммы своих инвестиционных капиталов. Казалось бы, мир криптовалют – это одно сплошное поле риска и опасности для каждого его участника, отчасти так и есть. Тем не менее, в нем присутствует просто невероятная возможность для реализации всех своих финансовых планов. Поэтому, чтобы хоть как-то стабилизировать этот процесс, команда специалистов разработала свою систему, основав проект Incho, создав тем самым первую в мире децентрализованную платформу страхования, направленную на защиту ваших криптографических активов, как от всевозможных взломов, мошенничества, так и от резкой девальвации самих монет, что, согласитесь, звучит крайне интересно и многообещающе. Поэтому давайте разбираться дальше, посредством чего все это будет происходить. Так как сама платформа представляет собой блочную структуру, в основу которой лег блокчейн Ethereum Mainnet, то все сделки фиксируются с помощью смарт-контракта и внутреннего Incho токена, который, собственно, и будет выступать в качестве стабильной монеты, отвечающей за выплату ваших страховых счетов. Если вы обратите внимание, то на главном сайте проекта представлены страховые пакеты, стоимость которых меняется в зависимости от суммы покрытия ваших рисков. Что я считаю очень удобно и крайне уместно, учитывая текущую ситуацию на рынке криптографических активов, где пользователь самостоятельно может выбрать подходящий под его потребности страховой пакет и приобрести его самым быстрым способом. Тем более, что сам принцип страхования настолько прост, что с ним справится даже самый начинающий криптоэнтузиаст, который хочет сразу застраховать весь свой инвестиционный капитал, прежде чем он совершит какую-либо ошибку. Поэтому все, что вам необходимо сделать, так это просто приобрести нужную сумму Incho монет на тех биржах, где он уже торгуется. И как только монеты поступят на ваш кошелек, страховка от Incho вступит в силу автоматически. Однако в рамках этого действия есть одна поправка – не хранить данный токен на биржевых кошельках, дабы исключить какие-либо форс-мажорные обстоятельства. Что же касается самой платформы, то, как видите, ее принцип работы с особым энтузиазмом успели оценить такие платформы, как CoinMarketCap, Neuronix, CoinGecko и многие другие, что я считаю уже весьма неплохим результатом. Так что не проходите мимо, а изучайте более детально данный проект посредством его официальных ресурсов. А на этом мой небольшой видеообзор подошел к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы досмотрели его до конца. Если это так, то буду рада получить от вас обратную связь в виде ваших лайков и комментариев. Ведь с вами, напомню, была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока!